Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем цикл лекций. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович, доктор медицинских наук, профессор, директор клинического госпиталя Нейровита, город Москва. Сегодня наша мини-лекция будет посвящена рассеянному склерозу. 3 года назад мы делали 2 лекции, посвященные этиологии, патогенезу и развитию этого заболевания. Сегодня мы хотим сказать о тех новых подходах, которые мы сегодня для себя разработали. Лекция называется так: «Рассеянный склероз. От терапии препаратами, изменяющими течение болезни, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, персонализированной адаптивной иммуногенотерапии». Мы четко понимаем, что современная диагностика рассеянного склероза достаточно хорошая. Сегодня МРТ, молекулярная биологическая диагностика, позволяет достаточно быстро поставить диагноз. И современные средства лекарственные достаточно эффективные. То есть сегодня в клиническую практику внедрены препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Они так и называются: препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. И на фоне данной терапии частота обострений может сохраняться, что иногда указывает на резистентность лечения. На территории нашей страны зарегистрировано несколько препаратов из этой группы. Это моноклональные антитела для лечения лимитирующего рассеянного склероза. Это натализумаб или тизабри, алемтузумаб, это лемтрада. И в основном используется для рецидивирующих форм рассеянного склероза. Это акрева, окрелизумаб, и офатамумаб, это кисиндра. Препаратов много, препараты реально хорошие, но не всегда срабатывают. И есть очень важная вещь, о которой не говорят разработчики этих препаратов. Есть риски развития тяжелых аутоиммунных и практически некурабельных осложнений от применения этих препаратов. Более того, в настоящее время фирмы-производители оставили рынок фармацевтических препаратов России, и с этими препаратами тоже есть определенные проблемы. Пациентам с рассеянным склерозом последние годы, особенно в случаях некурабельных с использованием моноклональных антител, предлагают технологию трансплантации костного мозга. Мы 19 лет назад начали эту программу, и мы вам покажем пациента, который 19 лет назад прошел эту технологию. Сделали химиотерапию в 2003 году. Кололи стволовые клетки. И вот все это остановили процесс, то есть болезнь восстановилась. Все, что сломано было, осталось, но ничего не приобрелось. Поэтому процесс приостановился. То есть остановился совсем, я надеюсь. Так как почти 19, сколько считается, 19 лет, и ничего не происходит такого клинического, страшного, получается, что болезнь остановилась. Мы действительно доказали, что в ряде случаев трансплантация костного мозга способна остановить рассеянный склероз. Но мы видим, что те изменения, разрушения, которые принес рассеянный склероз в мозге, практически достаточно трудно уходит. И так у всех больных. У нас не так много больных, которые прошли трансплантацию костного мозга, их всего где-то 6. Мы остановили эту программу, потому что один из больных умер. И мы тогда посчитали неэтичным продолжать эту работу. Хотя в мире эти работы продолжались, и достаточно много здесь. И по данным, например, от АНУСОУ, практически почти 70% людей, получавших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, у них не было выявлено новой активности заболеваний рассеянным склерозом через 3 года. Вот я говорю, через 19 лет у нас есть наблюдение, что у нас не выявлено новой активности. Фактически эта цифра по разным данным колеблется где-то в 50% случаев некурабельных пациентов развивается рассеянный склероз.
Плюсы, что иногда удается остановить прогрессирование заболеваний, можно использовать собственные стволовые клетки, никакой внешний донор не требуется и может уменьшить какие-то там явления неврологические уже нанесенного ущерба мозгу с рассеянным склерозом. Минусы, во-первых, не одобрено официально, связано с редкими случаями смерти, почти 9%, риск смертельного исхода. И дорогое лечение, за рубежом оно стоит от 150 тысяч до 220 тысяч долларов в разных странах. Я хочу сказать, что мы и сегодня готовы делать трансплантации костного мозга. У нас заключен договор с Центром трансплантации из Обнинска, и мы можем взять человека, собрать его клетки, отправить его в Обнинск и сделать эту трансплантацию. Но не всегда это получается, потому что в ряде случаев не учитывается очень важная вещь, что в основе вот этого иммуноассоциированного заболевания, иммуноопосредованного заболевания лежит все-таки повреждение гемопоэтической стволовой клетки. Поэтому мы считаем, что рассеянный склероз, то есть наша новая парадигма, она заключается в том, что трансплантация костного мозга — это уже, наверное, окончательный этап, когда подтверждено, что рассеянный склероз не повредил гемопоэтическую стволовую клетку, она здорова. Тогда шансы на восстановление достаточно большие. Но рассеянный склероз — это хроническое иммуноассоциированное заболевание кроветворной и нервной системы, обусловленное постгеномным, эпигеномным, протонным заболеванием собственной гемопоэтической стволовой клетки. И поражение миелиновой оболочки нейронов — это не причина, а следствие скрытой бессимптомной болезни крови, проявляющейся моно- и олигоклональным кроветворением. И потомки вот этого патологического клона всегда будут аутоагрессивны к собственным миелиновым оболочкам нейрона и будут постоянно повреждать их, что будет приводить к прогрессированию заболеваний. Цель иммуногенотерапии рассеянного склероза — это блокировать патологический клон гемопоэтических клеток. Сначала доказать, что он есть, а второе — его блокировать и восстановить поликлональность кроветворения, которая позволит восстановить и, собственно, баланс в организме и остановить болезнь. Клональность заболевания достаточно понятна. Патологические белки клетки взаимодействуют с гемопоэтической стволовой клеткой, иммунизируют ее, и клетка становится иммуноагрессивна за счет лимфоидного компонента собственных клеток. Вот мы видим лимфоидный компонент, то есть есть миелоидный, а вот это лимфоидные, это Б-клетки и Т-лимфоциты, которые начинают быть агрессивными. Клон формируется в результате соревнования клеток. Эти клетки становятся, то есть клетки, получившие патологические белки, становятся более медленные, они начинают доминировать в управлении и как бы отсеивают от себя клетки проигравшие. Клетки проигравшие должны уйти в состояние покоя, и большую часть кроветворения занимают вот эти доминирующие клоны, которые и составляют основную массу клеток, эти миллиарды клеток крови. Поэтому мы четко установили, что особенности патологического клона гемопоэтических клеток при рассеянном склерозе как бы смещаются в сторону лимфоидных предшественников и бета-клеток, имеющих противовоспалительный фенотип, содействующий продуцированию антител, презентации антигенов, стимуляции активации Т-клеток, побуждению к антипролиферации вот этих направляющих в головных мозг аутореактивных CD4 положительных Т-клеток, наработку противовоспалительных цитокинов и так далее по патогенезу данных заболеваний. Таким образом, у больных с рассеянным склерозом имеется определенная патоспецифическая клональность в генах, мутации в генах клональности, которые мы можем доказать, и, соответственно, сопоставление вот этой фактов клональности генома и протеома клеток, гемопоэтических стволовых клеток у этих больных позволяет доказать, да, у этого больного есть клон. Этот клон имеет, он большой или маленький, соответственно, мы могли бы уже, соответственно, думать, что с ним делать. Сама технология построена не до основания и затем, как при трансплантации костного мозга, а наоборот. Мы подавляем доминирующий клон и даем выйти из тени
тем гемопоэтическим стволовым клеткам, а их там 50 тысяч гемопоэтических клеток у молодого, кто-то говорит 200 тысяч молодого человека, и они, получив свободу, начинают делиться, и они создают основную массу циркулирующих клеток крови, и это практически останавливает патологический процесс. Соответственно, природный механизм подавления этого патологического клона заключается в том, что мы добавляем генетический материал в особых условиях этой клетки и создаем условия, в которых здоровым генетическим материалом есть потенциальная возможность заменить патологически мутированные участки в поврежденной гемопоэтической стволовой клетке. Природная технология называется геномного балансирования хроматина аутологичной гемопоэтической стволовой клетки. Технология разработана Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, это город Новосибирск, разработчик, собственно, технологии Сергей Станиславович Богачев, один из ведущих специалистов-генетиков нашей страны. Мы с ним работаем в ВКонтакте. И он показал, что интернализация ДНК – это природоподобный механизм, так придумано в природе. Природа сама себя так лечит от патологических клеток. И вот мы показали, как интеграция человеческой ДНК в особых условиях абсолютно возможна. И для этого не нужны вирусы, векторы, не нужны плазмиды. В природе все продумано до мелочей. И мы видим, что реставрированные клетки способны к новому колониеобразованию. То есть они способны создавать потомков клеток, которые будут не агрессивны непосредственно к собственным клеткам этого нейрона. То есть основные звенья патогенеза будут заблокированы. Об уникальности двухцепочной ДНК в реставрации разных типов мутаций здоровых и патологических стволовых клеток есть целая серия публикаций, мы об этом говорим. Материал забирается у самого больного. Это лейкоконцентрат мобилизованных клеток, то есть клетки выходят в периферическую кровь. С использованием специализированного американского аппарата мы собираем эти клетки, или мы можем забрать их непосредственно из костного мозга. Сама лекарственная субстанция, содержащая двухцепочечную ДНК, абсолютно разрешена. Еще в 2008 году Росздравнадзором. И партнер нашей клиники держит регистрационное удостоверение на этот препарат. И мы забираем эти клетки и отправляем их в Новосибирск, где наши специалисты смотрят уже, не наши специалисты генетики Новосибирского института, смотрят на возможность реставрации этих клеток и определяют специальные базовые условия для их реставрации. То есть время экспозиции двухцепочечной ДНК, скорость экспозиции, концентрацию этого материала, условия, по которым запускается клеточный цикл и прочее, прочее, прочее. В итоге формируется такой биотерапевтический продукт, который мы готовим непосредственно перед введением человеку, подавляем иммуносупрессией клон, и, соответственно, создается вот такая технология общей схемы персонализированной адаптивной иммуногенотерапии рассеянного склероза, и мы лечим этих пациентов. Вот мы видим здесь, как готовится этот препарат, и, соответственно, он после иммуносупрессии индивидуально переливается самому больному, и это останавливает иммуноагрессию. Спасибо за внимание.